Всем привет на этом канале. Значит, поступил вопрос, хороший вопрос. Тема инжекторов, она вообще никогда не умрет. По той причине, что в них никто не разбирается. Так вот, поступил вопрос, как понять, что вот эта вот штука, а что это за штука? Эта штука у нас называется датчик дроссельной заслонки. Как понять, что оно живое? Как его продиагностировать и понять, что оно рабочее? Это у меня датчик от 12 модели. Ну, в принципе, не суть важно, потому что все они работают по одному принципу. Они могут быть разной формы, под разное напряжение, могут отсчитывать 0 по-разному, кто-то идет на увеличение, кто-то на уменьшение, но в принципе работа их, сам принцип, одинаковый. Называют их иногда потенциометрами переменными, можно обозвать реостатами. Кто как хочет, так и называет. Состоит он из подвижной части, вот эта часть внутренняя, она крутится туда-сюда. Если возьмем ножнички, допустим, покрутим, видно, что сердцевинка вроде как крутится. Тут все очень просто. Тут вот по дуге по этой стоит контактная дорожка, на которую приходит опорное напряжение 5 вольт. Соответственно, на одну сторону приходит 5 вольт, на другую сторону масса, чтобы эти 5 вольт выходили из этого датчика. А вот эта крутилочка, это тот же реостат. Там бегает такой бегуночек по этой дорожке, а дорожка резистивная. И когда ползуночек занимает определенное положение, меняется напряжение на сигнальном канале, потому что вот этот ползуночек выходит на сигнальный канал. И таким образом у нас на ползуночке, то есть на сигнальном канале, меняется напряжение в зависимости от того, где у нас встал ползуночек. Потому что дорожка у нас резистивная, и ползуночек, когда бежит по этой резистивной дорожке, то меняется резистивность этой самой дорожки. Принцип реостата. Ничего сложного нету. Это, по-моему, физика 4 класса. На корпусе датчика указано 5 вольт. Это 5 вольт опорного напряжения. То есть на этот датчик компьютер подает 5 вольт опорного напряжения. Я надеюсь, все знают, что такое опорное напряжение и с чем его едят. Там внутри 3 контакта. 1, 2 и боковой третий. Вот этот боковой третий — это канал сигнальный, то есть из ползуночка. А вот эти два — это питание самой резистивной дорожки. На один контакт приходит 5 вольт, а на другой масса. Определить очень просто, потому что массовый провод черный будет на проводке автомобильной. Если оно поломается, как себя ведет автомобиль? На самом деле это довольно такая штука, очень надежная. Тут ломаться в принципе нечему. Основная проблема этой штуки то, что теряется контакт между резистивной дорожкой и ползуночком. И тогда пропадает у нас напряжение на сигнальном канале. Реже это случается, если люфт появляется, вот здесь вот пластмассовые поверхности вытираются, начинает люфтить сама сердцевинка, и тогда пропадает контакт. Чаще всего просто перетирается резистивная дорожка, потому что много ездите, часто на педальку давите тапком, а ползуночек постоянно бегает по резистивной дорожке. Как только вы педалькой надавили, так он туда и побежал. Собственно, вы педалькой его и таскаете по этой резистивной дорожке через тросик. Ну, это у кого механический привод дроссельной заслонки. У кого электронная педаль. Там, в принципе, в электронной педали, в блоке электронной педали, точно такая же резистивная дорожка. Ну, немножко она там модифицирована. Так вот, потеря контакта ползуночка с резистивной дорожкой чаще всего происходит из-за того, что вытирается сама дорожка. То есть появляются такие пятна, потому что там на дорожке вот такие вот контактики. Меленькие, 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 и по ним движется ползуночек. То есть принцип реостата, как я сказал. Чаще всего эта дорожка перетирается там, где у нас дроссельная заслонка становится на 0. То есть когда вы полностью педаль газа отпускаете, ползуночек где-то там устанавливается, насколько он там у вас отрегулирован. Вот этот датчик, он при установке регулируется, или там программно задается его 0. Так вот, на 0 чаще всего перетирается, потому что там ползуночек чаще всего стоит. И перетирается чаще всего на самой любимой скорости. Вот, допустим, если вы любите ездить на 90 км в час, со скоростью 90 км в час, ну вы, конечно же, ездите 150. Так вот, на вашей любимой скорости 150 км в час чаще всего ползуночек и стоит. То есть он бегает. А если вы в городском цикле машину эксплуатируете, то у вас там 70-80 самая любимая скорость, потому что правила дорожного движения больше не позволяет, то у вас перетирается дорожка на любимой скорости. Как это проявляется на автомобиле? Если он у вас теряет контакт на 0, то у вас пропадают холостые обороты. Вы педаль газа пускаете, а машина ваша выдает 1500-2000 оборотов вместо холостых. Почему? Потому что компьютер не видит сигнала с этого канала сигнального, то есть не видит напряжения на сигнальном канале.
он вам зажжет ошибку чек на приборной панели и перейдет в аварийный режим. А у него прошивка такая, что в аварийном режиме он поднимает обороты двигателя до 1500-2000, чтобы вы могли добраться до места назначения. То есть такой аварийный режим. Он переходит в аварийный режим, горит чек. То есть тут все понятно. Если у вас перетирается дорожка на любимой скорости, то у вас машина начинает дергаться. Вот вы едете, она дерг. При этом чек может загораться, может не загораться. Почему чек может не загораться? Потому что он кратковременные ошибки. То есть если контакт пропадает кратковременно, он не фиксирует, и чек вам не высветит, но при этом машина начинает дергаться, потому что топливная карта неправильно уже начинает работать, сигнал уже пропадает. А если у вас эта ошибка, то есть сигнальный канал не подает никаких признаков жизни больше, чем 10 секунд, ну, допустим, там на некоторых автомобилях больше, чем 5 секунд, это зависит уже от прошивки, вот, то тогда он вам зажигает чек и говорит, что у вас неисправность. Скорее всего, не по этому датчику, он, скорее всего, сошлется на датчик расхода воздуха или на датчик вакуума, смотря что у вас на автомобиле стоит, какая система. Потому что вот этот датчик, я когда-то видео снимал, он главный, а работает он в паре с расходомером. Так вот, этот датчик всегда главный. И если он неисправен, то, скорее всего, ошибку дадут на тот второй датчик, который не виноватый. Потому что это датчик базовый, а тот датчик корректирующий. Если идет ошибка по этой паре, то, скорее всего, ошибку дадут все-таки на корректирующий датчик. Ну, такие метаморфозы бывают у нас. Такая прошивка, такие баги. Но опять же, это все зависит от автомобиля. Там, где системы диагностики, самодиагностики более продвинуты, то он четко определяет этот датчик, что неисправен именно этот датчик. А допустим, на системах, которые попроще, то, скорее всего, ошибка будет на тот дополнительный датчик, то есть на корректирующий, хотя виноват этот. И тогда люди меняют корректирующий датчик, а ошибка все равно остается. А потом идут ко мне на канал и спрашивают, как определить, что вот этот датчик работает. Вот я вам сейчас его и расскажу, как его продиагностировать. Для этого вам надо либо мультиметр, либо осциллограф, что-нибудь одно из двух. И первое, что делаем, это звоним резистивную дорожку. То есть начало резистивной дорожки, выход резистивной дорожки. Куда подается опорное напряжение, куда уходит масса. Прозваниваем целостность этой дорожки, чтобы не было обрыва. В общем, обрыв тут случается крайне редко. Но на всякий случай начинаем с того, что звоним эту дорожку. Вот он нам показывает 6,7 Ом. И в принципе, что дорожка звонится. Значит, тут обрыва нету. Если датчик установлен на автомобиле, то можно все это смотреть по вольтажу, который есть на фишке, которая подключается. Там удобнее смотреть по вольтажу. Но у меня датчик не на машине стоит, поэтому я определяюсь по сопротивлению. А на машине удобнее по вольтажу. И на машине удобнее определять это осциллографом. Дальше что делаем? Опять же прозваниваем между контактом, на который приходит 5 вольт, и боковым контактом, то есть сигнальным. А потом массой и боковым контактом. То есть тут 3 замера. На автомобиле, если у вас датчик установлен, то там просто меряете напряжение на проводах, на сигнальном канале. Если там есть напряжение, оно будет меньше, чем 5 вольт, потому что дорожка резистивная. Там все гораздо проще. Меряете напряжение опорное, то есть на опорном проводе должно быть около 5 вольт, ну может быть немножко там 4,8, 4,7. В общем 5 должно быть возле 5, а потом меряете сигнальный канал. Там есть напряжение, значит все хорошо. Так, меряем второй канал. Видим тоже. Все звонится, все хорошо. Дальше что делаем? Теперь нам надо понять, перетерта у нас дорожка или не перетерта. Для этого нам надо крутить этот ползуночек и снимать показания. Тут уже на самом деле не важно, что вы будете звонить. Либо контакт, на который приходит 5 вольт, либо массовый. Главное звонить любой из этих двух контактов и боковой. То есть боковой и любой контакт на выбор. Неважно, какой вы выберете, 5 вольт или массу, главное боковой и один из двух контактов. Подсоединяйте щупы к боковому контакту и одному из двух и потихонечку крутите ползуночек. У вас будут меняться показания на дисплее мультиметра. И смотрите, чтобы эти показания менялись плавно. Если у вас там вдруг выскочат нули, то есть показания менялись, плавно потом раз, 0, а потом опять начали меняться. То есть у вас 0 проскочил, то скорее всего у вас потеря контакта, потому что мультиметр зафиксировал, что у вас оборвана цепь. Такие вот дела. Ну, у меня хитрый мультиметр, то я сделаю немножко
по-другому, потому что он у меня хитрый и позволяет это сделать. Я сейчас перейду в режим, который умеет строить графики в реальном времени. Возьму омы и будем прозванивать этот датчик и смотреть на график, потому что у меня хитрый мультиметр, я себе могу позволить такую роскошь. Если датчик установлен на автомобиле, то можно к сигнальному каналу подключить осциллограф и по осциллографу прекрасно посмотреть, как меняется у вас вольтаж. Это очень удобно. Теперь берем любой предмет, который можно покрутить этот датчик, допустим, ножницы, и выкручиваем датчик до максимума, а потом потихонечку начинаем его отпускать. И у нас прибор, он может строить график в режиме реального времени, сразу нам показывает, как у нас меняется сопротивление. Осциллографом то самое можно сделать на автомобиле и посмотреть, как меняется напряжение. Если у нас есть какая-то проблема с датчиком, нам график сразу все покажет. И вот так вот потихонечку отпускаем, наблюдаем, как меняется у нас резистивность. Все, до конца опустили. И видно, что график у нас ровный. Нету такого перепада, что график шел, потом упал до нуля, потом опять поднялся и опять пошел вниз. То есть датчик рабочий. Я его когда-то снял с автомобиля, были у меня на него подозрения. Но подозрения не оправдались, потому что дело было не в бобине, а совсем в другом деле. Так что вот так вот просто диагностируется этот датчик. Ничего сложного в принципе нету. Конечно, вот так как я делаю, так неудобно, потому что и щупы подключать неудобно, и вообще на резистивность его проверять неудобно. Можно, но неудобно. Мультиметром это делать неудобно. А вот на автомобиле по напряжению даже мультиметром это делать очень удобно. А если есть осциллограф, то это вообще просто песня, потому что осциллограф вам на большом экране рисует такие графики прекрасные, их сразу видно. И вот самое главное понять, есть в этом датчике потеря контакта или нет. Если нету, значит все хорошо. Если есть, ну, значит надо его менять. И еще когда диагностируете, делайте это несколько раз, и вот тут эту сердцевинку шевелите туда-сюда, потому что бывает пластмассовые поверхности уже изношены, и один раз померяешь, этот датчик нормально работает, а второй раз меряешь, а он уже контакт теряет. То есть надо его пошевелить и сделать этих замеров несколько раз. Если все замеры все правильные, положительные, ну, значит, все хорошо. Такие вот дела. Ну, а сегодня было такое видео. Ставим лайк, кому понравилось, кому не понравилось. Все равно лайк, потому что я очень жаден. И обязательно пишем в комментариях, кто что думает по этому поводу. Может, у кого какие другие методы есть.